Буквально через 5 дней произойдет событие, которое обсуждают по всему миру, ведь Дональд Трамп снова займет пост президента США, точно так же, как в 2017 году. Это наконец-то позволит ему и его администрации полноценно начать свою работу и воплощать в жизнь те обещания, которые Трамп давал во время своей предвыборной кампании. Речь идет о налогах, о повышении зарплат, тарифах на импорт, снижении инфляции, решении вопроса с мигрантами из Мексики и так далее. Но также во время выборов в прошлом году Трамп уделил внимание криптовалюте, особенно когда выступал на конференции Bitcoin 2024. Тогда Трамп обещал, что он отправит биткоин на Луну и сделает США криптостолицей мира, не позволив Китаю иметь высокий контроль над рынком. Он чуть ли не клялся, что защитит всех криптоинвесторов от давления со стороны регулирующих органов, и прямым текстом сказал, что в первый же день своего президентства уволит главного противника крипты в США Гэри Генслера. А по последним данным, Трамп вообще собирается издать специальный указ, который поддерживает развитие криптовалюты в США. Причем в инаугурации Трампа примут участие лидеры технологической отрасли, а также состоится так называемый криптобал, на котором Трамп получит звание первого криптопрезидента. В данном случае нетрудно догадаться, что все эти факторы имеют максимально положительное влияние на криптовалюту, и аналитики даже прогнозируют, что инаугурация Трампа пока еще не учтена в цене того же биткоина, за счет чего он имеет высокий потенциал на рост. Но, к сожалению, среди всех этих зеленых тейков есть парочку негативных катализаторов, которые связаны с приходом Трампа, как, например, увеличение пошлин, что может поднять уровень инфляции и как результат процентных ставок ФРС. Также наполеоновские планы Трампа по захвату Гренландии и Канады, которые усиливают напряжение в геополитике. Ну и в целом, зная Трампа, он может просто не сдержать свои обещания или как минимум с ними затянуть, что не совсем хорошо отразится на рынке в краткосрочной перспективе. Поэтому сегодня в ролике мы разберем все эти факторы, чтобы четко понимать, к чему нам стоит готовиться 20 января. Мы обсудим предстоящий ход Генслера, который, кстати, в последнем интервью признал свое поражение. Поговорим о шансах одобрения ETF на XRP Solana, проанализируем, какие новые законы готовится ввести администрация Трампа и еще много всего другого. А в конце вас будет ждать анализ биткоина, где я отвечу, когда и чем закончится его консолидация. Так что смотрите до конца и прямо сейчас поставьте лайк. Мы крайне благодарны, что под прошлым видео вы почти набрали 2000 лайков. Давайте не сбавлять обороты, и под этим роликом мы также наберем не меньше 2000, чтобы мы выпустили топ прибыльных монет на 25 год, который уже почти готов. За лайки вам еще раз спасибо, всем приятного просмотра, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, рад вас видеть в нашем новом видео на канале Coin22, где сегодня мы будем разбирать важное событие в виде инаугурации Трампа, которая пройдет через 5 дней. Кстати, не менее важное событие произошло сегодня, ведь 15 января выложили данные по ИПЦ, от которых зависит решение ФРС в конце месяца. И эти данные с актуальными прогнозами по крипторынку мы уже выложили в нашем телеграм-канале, поэтому после просмотра этого ролика обязательно перейдите, подпишитесь, если вы этого еще не сделали, и узнайте, как ФРС будет влиять на крипторынок в ближайшее время. Но конкретно сейчас все внимание криптоинвесторов направлено на Трампа, ведь все надеются, что именно он придет и снова запампит рынок, как это было в конце прошлого года. Трамп в рамках своей избирательной кампании сделал акцент на поддержку криптосообщества, и он пообещал ускорить развитие рынка цифровых активов в США. На криптоконференции в прошлом году Трамп заявил, что намерен создать совет, который будет заниматься вопросами, связанными с цифровыми активами. Тогда он сказал, их задача будет заключаться в разработке прозрачных нормативных указаний на благо всей отрасли, и они сделают это за 100 дней. У нас будут правила, но с этого момента правила будут писать люди, которые любят ваше направление, а ненавидят его. Трамп уже назначил бывшего главного операционного директора PayPal Дэвида Сакса своим царем криптовалют и искусственного интеллекта, который возглавит совет, а бывший кандидат от республиканской партии в Палату представителей Бо Хайнс будет исполнительным директором. Сейчас в СМИ ходят слухи, что Трамп может издать указы о криптовалютах в первый же день президентства. Издание Washington Post сообщило, что, как ожидается после вступления в должность, на следующей неделе Трамп подпишет указы, касающиеся отказа от использования криптовалют в банковских операциях и отмены политики банковского учета, которая требует от банков, владеющих криптой, указывать цифровые активы в качестве обязательств. Руководители криптокомпаний давно обвиняют администрацию Байдена в использовании финансовых регуляторов для давления на банки с целью ограничения крипты от финансовых услуг. Агентство Reuters также ранее сообщило, что президент
представители криптоиндустрии подталкивают Трампа издать указы, связанные с криптовалютой, в течение первых 100 дней его пребывания у власти, и некоторые ожидали, что по крайней мере один из них будет опубликован в первый же день. The Post также сообщает, что Дэвид Сакс, глава отдела криптовалют, а также ИИ, 20 декабря устроил обед для руководителей больших компаний и правительственных чиновников, на котором он заявил, что Трамп отменит масштабный указ Байдена, который касается искусственного интеллекта. Дополнительно появилась информация, что венчурный капиталист Марк Андерсон, известный своей поддержкой технологических и криптокомпаний, также за кулисами помогал формировать будущую администрацию Трампа, а также Андерсон известен тем, что его венчурный фонд инвестирует в множество альтов. Таким образом, данные связи играют важную роль для крипторынка в этом году. Также Трамп говорил о создании биткоин-резерва, которым сейчас занимается сенатор Синтия Ламис. В прошлых роликах мы уже разбирали эту тему, и я сказал, что вряд ли такой резерв запустят уже в этом году. Но что самое главное, подготовка его запуска будет некой гарантией, что США больше не продадут свои биткоины, как они это делали в прошлом году, и дампили рынок. Тем более Трамп лично сказал, что при нем США больше не продаст ни одного биткоина, а также теперь нет опасений по поводу CBDC, поскольку ранее Трамп сказал, создание цифровых валют Центрального банка завершено. Пока я президент США, CBDC никогда не будет. Все эти обещания и вызвали рост биткоина в конце прошлого года, и сейчас ожидается, что рост продлится и в 25-м, особенно после того, как на инаугурацию Трампа придет Маск, Цукерберг, Джефф Безос и многие другие известные личности, после чего должны провести большую криптовечеринку. Тем не менее, многие инвесторы задаются вопросом, а не учтена ли инаугурация Трампа уже в цене биткоина. Популярные аналитики отметили, что на данный момент это событие не учтено в цене рынка, что оставляет потенциал для роста. Но понять, что инвесторы готовятся к росту, можно за счет опционов. На рынке опционов возобновились активности в опционах Bitcoin Call на уровне 100 и 120 тысяч, согласно данным Derbit. Это признак того, что трейдеры настроены оптимистично по отношению к цене биткоина после того, как Трамп вступит в должность. Например, по последним данным, трейдеры потратили около 6 миллионов долларов, чтобы получить опционный call на сумму 100 тысяч долларов, срок действия которых истекает 28 марта. Это означает, что инвесторы твердо верят в то, что цена биткоина вырастет еще больше, особенно после того, как Трамп станет президентом США, что потянет за собой все альты. Таким образом, 20 января на рынке будет жарко, за счет чего этот день может стать самым прибыльным в первой половине 2025 года. И чтобы не упускать весь этот ажиотаж, а заработать на движении различных монет, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro, где все участники уже недавно заработали от 80% на росте XRP, от 75% на падении Solana, от 70% на шорт-сделках по токену Injective и еще на многих других монетах, как на росте, так и на падении. Да, друзья, на падении также можно зарабатывать, и мы вам покажем как, ведь в подписку уже входит пошаговое обучение, причем это не просто сухая теория, а информативные видеоуроки и полноценная практика в сопровождении специалистов, что отлично подойдет для новичков. Ну а для заработка полностью на пассивной основе мы каждому участнику помогаем сформировать сбалансированный спотовый портфель. Крипторынок любит громкие события и, как всегда, реагирует активным движением. Поэтому, чтобы фиксировать профит до и после 20 января, переходите по ссылке в описании, напишите нам и уже сегодня получайте все преимущества подписки Pro. Отдельного внимания заслуживает обещание Трампа уволить Генслера. В данном случае Трамп свое слово сдержал, и еще осенью Генслер объявил о своей отставке, на место которого придет прокриптовалютный Пол Аткинс. Буквально вчера Генслер дал некое прощальное интервью, где не прямым текстом, но все равно признал свое поражение. Он сказал: биткоин это крайне спекулятивный актив, но 7 миллиардов человек хотят им торговать. Так же, как у нас было золото на протяжении 10 тысяч лет, у нас есть биткоин. После чего ему ведущий сказал, что вы либо встали на пути выдающейся отрасли, либо совершенно не смогли остановить огромный пузырь. Да, Генслер не особо подружился с криптой за эти годы, и дополнительно глава Ripple раскритиковал его перед предстоящим уходом. Уход Генслера и приход Пола Аткинса значит одно – рост шансов на запуск XRP и Solana ETF. Этот вопрос даже подняли аналитики самого большого банка США JP Morgan, глава которого недавно назвал биткоин пирамидой. По данным гиганта JP Morgan, новые крипто-ETF могут привлечь огромные инвестиции в случае одобрения. В отчете
отчете банка было указано, что Solana получит приток от 3 до 6 миллиардов, а XRP от 4 до 8, в то время как глава ETF Store и эксперт в этой области Нейт Джерачи прогнозирует, что SEC одобрит XRP Solana ETF в этом году. Правда, с этими ETF-ами может быть не все так просто, и на эту тему мы обязательно сделаем отдельное большое видео, поэтому пишите в комментариях, если вам интересно, что будет дальше с XRP и Solana. Но как я говорил в начале, несмотря на все эти положительные катализаторы, есть и некоторые нюансы, которые связаны с приходом Трампа. Их нам обязательно нужно учитывать, чтобы четко понимать о влиянии на рынок. Во-первых, я хочу затронуть вопрос инфляции, ведь сейчас есть много прогнозов, что ФРС больше не снизит ставки в этом году из-за роста инфляции. В прошлую среду ФРС выложила протоколы своего заседания, которое прошло 18 декабря, и они сигнализируют о росте беспокойности среди чиновников относительно экономических последствий, которые связаны с политикой Трампа. Согласно протоколу, ФОМС обсудил ряд вопросов от рисков инфляции до ожидаемого замедления темпов снижения ставок, что отражает осторожный подход ФРС к 2025 году. Они указали на сценарий, в котором снижение ставок может быть ускорено, если инфляция будет иметь тенденцию к снижению, или если условия на рынке труда США ухудшатся больше, чем ожидалось. Несмотря на эти расхождения, преобладающей целью было избежать ошибок, пока ФРС продолжает оценивать нейтральную ставку. Чиновники ФРС выразили особую обеспокоенность по поводу предложений Трампа, которые касаются торговли и иммиграции, ведь по мнению ФРС это может усилить рост инфляции. В протоколах говорилось, что эта политика может замедлить прогресс ФРС в достижении цели по инфляции и рынку труда. Также в прошлом ролике мы разбирали сумасшедшие фантазии Трампа по захвату Гренландии и присоединению Канады как 51-го штата США. Трамп заявлял, что он может воспользоваться экономической силой. Это значит повышение налогов на импорт, а это равно рост цен на импортные товары, особенно из Китая. Такой рост цен приведет к увеличению инфляции, что может заставить ФРС не только не понижать ставку, но и повысить ее. И, конечно же, напряжение в геополитике вряд ли положительно отразятся на всех рынках, включая крипту. Поэтому за данными по инфляции можно следить в нашем телеграм-канале, чтобы понимать, как развиваются события в экономике США. Также фирма New York Digital Investment Group заявила, что может пройти время, прежде чем Трамп выполнит свои предвыборные обещания. Компания предупредила, что никаких изменений в политике криптовалюты сразу после инаугурации не будет, тем более, что некоторые высшие государственные должности еще не заняты. В отчете было указано, мы бы предостерегли от ожидания немедленных изменений. Ключевые должностные лица еще должны быть названы. Те, кто уже был назван, должны пройти процедуру подтверждения, а затем после подтверждения им необходимо собрать свою администрацию. Кроме того, власти пока еще не раскрыли, кто возглавит такие агентства, как SFTC, OCC и FDIC. Тем не менее, в отчете компании аналитики ожидают, что они также будут выступать за биткоин и криптовалюту. Во время своего прошлого срока политика Трампа существенно повлияла на финансовые рынки, включая криптовалюту. Его администрация часто занимала двусмысленную регуляторную позицию, способствуя волатильности рынка цифровых активов. Теперь, когда Трамп ясно выразил свою поддержку криптовалюте, нужно посмотреть, как скоро он сможет выполнить свои обещания. Конечно, в дни перед инаугурацией криптоинвесторы остаются довольно осторожными, но довольно оптимистичными. В ближайшее время Трамп намерен рассмотреть важные вопросы, включая дебанкинг цифровых активов и отмену непопулярной учетной политики, которая требует от банков учитывать криптовалютные активы как обязательство. В декабре прошлого года ходили слухи, что представители криптоиндустрии советуют Трампу установить новую криптополитику в течение первых 100 дней. Более широкий рынок ожидает, что криптовалюта станет важным элементом обсуждения 20 января, когда состоится инаугурация Трампа. Компания Трампа в прошлом году успокоила всех криптоинвесторов, особенно после множества обещаний Трампа, которые касались введения новых законов. Поэтому, взвесив все за и против, чаша весов все-таки склоняется в пользу положительного влияния на крипторынок после прихода Трампа 20 числа, зачем мы обязательно будем следить, и если появится какая-то новая важная информация, вы обязательно узнаете о ней первыми, не только на YouTube, но и в нашем Telegram. Теперь давайте разберем, что сейчас происходит с биткоином, и постараемся ответить, как же закончится вот эта консолидация, которая продолжается уже почти целый месяц. Сейчас некоторые аналитики ожидают, что консолидация скоро закончится, и это откроет путь к масштабному отскоку биткоина. После того, как 19 ноября биткоин впервые превысил уровень 90 тысяч, его цена консолидировалась от 91 до 108 тысяч. По мнению криптоаналитика Rekt Capital, текущая динамика цены биткоина является частью первой коррекции ценообразования биткоина, которая может приближаться к своему концу после достижения бычьего дневного закрытия выше 91 тысячи. В своем сообщении аналитик заявил, что текущая 15% коррекция была гораздо менее сильной по меркам прошлым данным
исторические коррекции биткоина составляли от 30 до 35% и длились от 3 до 4 недель, тем более если учитывать циклы постхалвинга. Также, по мнению независимого аналитика Trader, консолидация биткоина может продолжиться в течение следующих нескольких дней, чтобы достичь окончательной капитуляции перед масштабным ростом. Аналитик написал, биткоин пережил окончательную капитуляцию на 27-й свече во время консолидации в январе прошлого года, как раз перед масштабным отскоком. По его прогнозам, если подобный сценарий будет реализован, окончательный уровень капитуляции будет достигнут 14 января. И как мы видим, сейчас уже начинает формироваться новая восходящая фаза. Дополнительно нам стоит обратить внимание на технические индикаторы, а именно полосы Боллинджера. Ведь на трехдневном интервале индикатор указывает на то, что дно может быть уже очень близко. Сейчас полосы находятся в зоне перепроданности и в диапазоне, когда биткоин торговался на уровне 50 тысяч в сентябре прошлого года. Единственные два раза, когда трехдневные полосы Боллинджера были такими узкими, это было в мае и феврале прошлого года. В сентябре биткоин вырос с 52,5 тысяч на 101% до максимального уровня 108 тысяч. Два других роста произошли в мае и феврале, что вызвало рост на 30 и 87%. Если такая история повторится, то биткоин очень скоро может выйти из консолидации в течение следующих нескольких дней и даже показать мощный рост. Но, конечно же, самым главным катализатором, который может поставить точку в текущей консолидации и усилить рост, это та самая инаугурация Трампа 20 числа. И сегодня мы разобрали множество факторов, которые на это указывают. Во время предвыборной кампании Трамп не обходил стороной криптовалюту, а наоборот обещал сделать США крипто-столицей мира и создать первый стратегический биткоин-резерв. Ну и разумеется, создать множество законов, которые поддерживают развитие рынка. Вот только здесь крайне важно понимать, что все это несет долгосрочное влияние. Ведь понятно, что биткоин не сможет за пару дней улететь выше 200 тысяч, в то время как альты пробьют свои максимумы. Все будет развиваться постепенно, по мере запуска тех или иных законов или новых заявлений Трампа, поскольку в политике США есть очень много бюрократии, которая физически не позволит все сделать в рамках недели. Поэтому если вы, как и мы, и старые зрители нашего канала, желаете получить максимум от предстоящих событий, обязательно продолжайте следить за нашими будущими роликами на YouTube и свежей актуальной информацией в Telegram. Подпишитесь, если смотрите наши видео без подписки, также жмите колокольчик, чтобы ничего не пропускать, а в комментариях оставляйте ваш биткоин-прогноз на 20 января. Посмотрим, кто чего ожидает от этого события. Ну а вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!